Лиза, иди к вождю! Регала пошла в тронный зал. В тронном зале! Бей Регалу! Беги в тронный зал! Помоги вождю! Это еще не конец! Я вернусь со всей своей армией! И всех, кто поддерживает Хекарро, я уничтожу! Все смирно. Вы молодцы. Проявили себя в бою с врагами из плоти и железа. Вы все теперь шерифы. Ваша первая задача — убить оставшихся мятежников на арене. В бой! Моя вина. Нужно было убить Регалу. А теперь она вернется с новыми машинами. Станет сильнее. Я помогу вам, чем смогу. Ты уже помогла. Гораздо больше, чем мы договаривались. В нашу первую встречу ты рассказала, что пытаешься спасти весь мир. Тогда я не знал, стоит ли верить тебе. Теперь я верю. Так иди и выполни свой долг. А ты будешь? Залечивать раны. То, что ты искала, твое. Твои подвиги будут помнить, как подвиги десятых. Наконец-то. Эфир внизу. Что за место? Вот. Консоль.
Давай, Эфир. Пора домой. Элизабет Собек. Альфа Прайм. Активирован главный блокиратор. Идет восстановление кода функции «Эфир». Есть. Надо вернуть его Гею. Видения в роще изменились. Теперь нам понятно послание десятника. Смотри, это то самое видение, о котором говорил вовсе Хикар. Все видения изменились. А вот это... Ты не видишь? Элой, сюда, поговорим. Видения по всей роще изменились. А вот это только появилось. Это ты сделала? Видения изменились. Вот что вдохновило вождя Хикара. Это новые заветы предтеч? Услышьте слова, что объединили всех нас. После трагических событий на войне, Энн Фарадей, главная сторонница мира, обратилась к народу, алчущему надежды. Если взглянуть в будущее через призму прошлого, вот наши страхи. Войны против машин. Нехватка еды и воды. Бури, гонящие нас из домов. Но истинные храбрецы встречают эти страхи с уверенностью, встречают, сплотившись воедино. Своими усилиями по сохранению мира эти храбрые мужчины и женщины, шерифы Нового Юго-Запада, укрепили мою веру в то, что, объединившись, мы можем одолеть любого врага. Поверьте вместе со мной. Поверьте вместе с нами. И мы вместе создадим мир без войн и нужды. К службе готов, предводитель. Я пойду с тобой. Но ты нужен Хикару. Теперь у него есть новые шерифы. И созыв кланов не останется без ответа. И я хочу помочь в твоей битве. Помочь всем, на что еще способен. Вот так я решил. И как отказать такому? Зо, у нас появился новый друг. Пожалуйста, встреть его у холмов и проводи в наш лагерь. Конечно, Элой. Иди к горам, к западу от Песни долины. Мой друг встретит тебя у подъема. Я приду, как смогу. Твой друг? Звучит любопытно. Ладно, пора отнести Эфира к Гея. Когда я забрала его, другие голограммы тоже поменялись. Стоит взглянуть. Ага. Он только об этом.
этом и говорит. Думает, что сможет бросить вызов крепости. Еще два знака. 10-е стояли нас. Мы последуем их. Посмотрите, как 10-е геройски сражались в пустыне. В пустыне они сумели захватить все ключевые точки. будет смотреть? Пока остальные Такое не боялись стоит ярости пропускать. Мохаве, солдаты ОТГ под прикрытием бурь атаковали позиции врага. Бойцы 10-х воевали в горных регионах горячей точки. Обученные выживать, Да падут твои враги. переносить суровые условия, бойцы ОТГ-10 обороняли самые отдаленные горные участки. Сегодня смешать кровь и сталь. В общем, я тут подумала. Я хочу присоединиться к охране. Элой, Можно можно не тебя шла на война у родных стен, акты мужества были у них обычным делом. Честь и сила. Воины под начальством не полковника промахнутся твои Делахоя стрелы. готовили тела и оружие для любой битвы. Еда, шрамы, письма. Они все Элой. готовы делить между собой. Ты не подойдешь? Ну что? Пожалуй, с подругой и правда. Во имя 10-х, Элой. Регала побеждена. Истина видений открылась. А на тебе не хватит места отметить все подвиги. Ну, мы можем просто их запомнить. Да, благодаря тебе вождь еще жив. А с ним и надежда. Но я не поэтому хотела поговорить. У меня есть просьба. Личная. Мой внук, Каво. Его нет в списках павших, а значит, он все еще среди оставшихся воинов Регалы. Его взяли в плен? Нет. Он сам вступил в их ряды. Как и многие юные воины, жаждущие покрыть кожу отметинами славы. Мне нужно найти его. Убедить вернуться домой. Вождь Хикара не может выделить воинов на это задание, и со мной лишь мой клинок. И ты, если решишь помочь. Знаю, что прошу о многом. Ты и так помогла нам. Но Кава — мой последний родич. А почему Кавва стал мятежником Регалы? Для некоторых Регала — это шанс отомстить племени Карха. Во времена красных набегов многие покинули свет пустоши. Хотели гнать Карха до самого Меридиана. И когда Регала напала на посольство, они решили, что пора воевать. Да. Другие, особенно юные, думают только о славе, добытой во время охоты на старых врагов. А мой Каво набрался у тех и у других. И еще добавил юношеского пыла и азарта. Такого ничто не удержит. Значит, Кавва последний из твоего рода? Да. До появления вождя Хикара кланы постоянно воевали друг с другом. Каждая стычка уносила жизни воинов. Одного за другим я похоронила детей. А потом и их детей. Мне жаль. Я пыталась развеять горе на поле боя, но там я покоя так и не нашла. Он ждал меня в мудрости видений. И все же я не смогла удержать Каво от пути кровопролития. Если Кавва присоединился к мятежу Регалы по своей воле, пустят ли Хикара его назад? Вождю знакомо милосердие, а погибших и так предостаточно. Я больше беспокоюсь о членах племени. Им будет тяжело принять предателя назад. Даже с моей поддержкой это будет непросто. Но попробовать стоит. Я помогу тебе найти внука, если смогу. Откуда начнем? Недавно наши разведчики сообщили, что отряд Кава выходил из заставы Регалы в Южных холмах. Он туда так и не вернулся, но разведчики заметили, что там еще держат пленницу из наших. Значит, начнем с той заставы. Освободим пленницу и узнаем, куда ушел отряд Каву. Выдвигаемся?
Мне сперва нужно кое-что сделать. Встретимся на месте. Буду ждать тебя на холме к юго-востоку от рощи. Оттуда отправимся к заставе. А пока бей крепко. Да прибудут с тобой десятые. Настало время покончить. С мятежниками. Претенденты долинник вместе с тобой мы точно... Положим, вождь добьется своего и заключит мир с Кар. Взгляните, как десятые действовали в густой чаще лесов. Как дома, так и за рубежом. Да они воссияет твой защищали клинок! стратегически важные объекты. Прячась в джунглях, в густых тенях и в грязи, они хитроумно ловили врагов. Принято. Мы выиграем время новому рассвету. Как думаешь, они достойны стать шерифами? Такое испытание. Только ты слушаешь эти голоса. О, нет. Другие, поймавшие собирателя, тоже слышали голоса древних. Рассказали все. Солдаты увлекают древних. Мой визор показывает и другие голоса. Этих солдат мы уже не узнаем. Найдешь их голоса, мы почтим их. Посмотрю, приведет ли сигнал к другой записи. Пускай твой клинок всегда блестит. Честь и сила! Принято. Мы выиграем Которое я давно положил глаз. Но мне не хватает несколько медалей. Вместе с тобой мы точно победим Регалу. Не скажу. Мой враг, мой Я знаю, что ты задумал. Хорошо. Нападут твои враги. Нападут твои враги. Нападут твои враги. Надо попросить ее. Защитница, боюсь, мы вынуждены снова просить тебя о помощи. Дука, давай ближе к делу. Племени нужна арена, и только она может помочь ее открыть. Вам нужна арена? Но Кульрут завершен. Это правда, но арена нам нужна, чтобы поднять боевой дух людей. Мы на ней тренируемся. Загоняем туда машины, чтобы солдаты могли вкусить пыл битвы без лишнего риска. Такие сражения поднимают дух, но вождь Хикару не разрешает открыть арену, пока сломана баллиста, охраняющая поле. Она нужна, если машины взбесятся, а во время Кульрута ее сломали. И нужные запчасти найти непросто. Поняла. Надо поохотиться на машины и добыть детали. Мы бы попросили других, но все заняты обороной рощи. И мы щедро отблагодарим тебя за труды, да, Кала? Конечно. Как только арена снова откроется, мы будем рады принять тебя на ней. Сможешь сразиться с разными машинами. И ты сможешь получить у меня призы за бои на арене и за медали из охотничьих угодий. Ты сможешь выменить их на лучшее снаряжение племени. Для ремонта баллисты нужны жила бронеката и несколько клыков секача. Нужные машины водятся рядом с костром на юго-востоке. Как закончишь, принеси мне детали кустам арены. На северо-востоке рощи. Ладно, попробую помочь. Еще одна вещь. Раз идешь в дикие края, я должна сделать еще кое-что для солдат. Кое-что печальное. Каждый солдат Тенакт носит жетон с вырезанным символом отряда. Мятежники снимают жетоны с убитых ими солдат. Эти жетоны хранятся на вражеских заставах. Если найдешь, принеси их мне. Я обязательно передам жетоны их близким и соратникам. Это иногда может помочь справиться с утратой. И знаешь, что за жетоны тоже есть награда? Я уже нашла несколько. Здесь мне нечем тебе отплатить. Подойди ко мне с ними в уста арены. Спасибо, защитница. И не забудь о деталях для баллиста.
Пускай твой клинок... Эй, дай посмотреть на тебя, чужезем. Запас лишним не будет. Гонка? Они совсем не похожи на мятежников. Может, если последую за ними, узнаю, куда они едут. С помощью визора я смогу найти следы, оставленные этими наездниками. Вот так? Ого! Ты не молотом тут мажешь, Эрент. Давай-ка попробуй помягче. Мои пальцы сосиски помягче не могут, ясно? Верни назад. По линии. Правее. Да правее! Видел. То, что Элой нашла на севере. Есть. Называется вроде «Вечер на монотонном кряже». Вот это музыка! Элой! Эрент, тебе уже лучше. И ты здесь? Только ты способна спасти этот мир. Будем быстро учиться, сможем помочь. А подмога тебе не помешает, да? Но впереди еще много занятий, конечно. За один день охотником не станешь. Каждому ростку свое время, но расцветают все. Знаешь, пришел твой друг Тенакт. Каталла. Говорят, их воины пьют кровь. Может, нам по очереди спать? Думаю, с него крови уже хватило. Я проводила его в одну из комнат. Кажется, он любит быть один. Похоже, у вас тут все под контролем. Надо отдать это Гее. Да. А мы продолжим наши упорные занятия. Эти глифы мне уже снятся. Ну, пока кое-кто бродил по окрестностям, я поработала с Геей и нашла информацию о духах Земли. И мне кажется, тебе занятия не повредят. Идем. Да. Ладно. Предтечи везде использовали голограммы. Да. Так они получали всевозможный опыт. Но голограммы...
Привет. Привет. Тут мило. Ну, не я же все это построила. Ну да. Понимаю, почему ты не хотела нас звать на эту войну. Дело серьезное. Но я не волнуюсь. Я готов ко всему. Ага. Вижу, Варрелл дал тебе визор. На мне он не так здорово смотрится. Но, кузней клянусь, сколько ж через него видно. В том числе ужасного, типа кончины мира предтеч. Все еще не могу уложить все это у себя в голове. Я никогда не понимал, как ты сумела найти мою сестру там, в Доме Солнца. А теперь понимаю. Кажется. Думаю, и я на что-то сгожусь. Ну там... Со временем всему научишься. Да. Значит, теперь ты в курсе, кто наш враг? Врать не буду. Когда Варрелл заявил, что эти мерзы явились со звезд, я решил, что он лечебных ягод обожрался. Но с тобой поведешься, таких странных вещей навидаешься. И все они почему-то хотят нас убить. Да, это точно. Осваиваешься? Варрелл помогает мне понять, что к чему, правда, от него иногда и слова не дождешься. Не знаю, кто его волнует больше, Гея или наша подруга Утару. А что насчет авангарда? Разве тебе не нужно командовать ими на Востоке? Я отправил в Меридиан людей с посланием. Сомневаюсь, что Авад запретит мне помочь спасительнице Меридиана. Значит, ты познакомился с нашим Танакт? Он тихий. Я думал, все в его племени кровожадные психи. Нельзя же верить всему, что говорят. Да. Ну, раз ты ему доверяешь, могу и я. Мне пора. Если что, я тут. Элой, мы собрали в тот ящик немного припасов. Бери, что нужно. Этот Гефест, он убит. Голограммы? Гея, ты сказала, что базы данных утеряны. Я сумела перенастроить оборудование для хранения данных, собранных тобой в путешествиях. Кажется, кто-то решил тут обустроиться. Вижу, ты нашла комнату Варла и Зо. Думаю, им было нужно свое пространство. Ясно. Эй, а куда делись данные? Элой, Рада тебя видеть. У тебя, наверное, целая куча вопросов. мне рассказали про врагов и их намерения. Меня представили видению, что тут живет. Геи. И дали мне визор. Не буду врать, я мало что понимаю. Но пока мне надо знать, где тренировки и когда бой. Что ж, добро пожаловать. Что ты там изучаешь? Мне показали, как расшифровать символы, что показывает визор. Я попробую понять оружие, которое ты применишь против врага. Этот Гефест. Он что, сможет сделать машины подвластные Геи? Да. И сколько? Сколько понадобится? Какая мощь. Обладал ли такой хоть кто-то?
Ты узнал, кто наши враги. Появились какие-то вопросы? Мне очень трудно понять все это. Прилетели с небес. Неуязвимая броня. Это пока. План сражения — твое дело. Я просто готов идти за тобой в самую гущу врагов. Ты говорил, что Вал когда-то был твоим домом. Что ты был небесником. Да. Может, расскажешь? Ладно, расскажу. Мои родители погибли на войне кланов, меня воспитал отряд воинов. Когда подрос, я стал показывать успехи в боевом искусстве. Тогда Такуте и заметил меня. Я сражался против Карха и повел отряд в опасную вылазку в преграду. Это я открыл восточные ворота Света Пустоши и впустил Тенакт в город. Должно быть заметный подвиг. Это так. Дома встретили как героя. Я был счастлив. Но ты ушел. Я стал шерифом. Я пойду. Можешь навещать Хикару и свой народ. Двери всегда открыты. Ладно. Да пребудут с тобой десятые. С возвращением, Элой. Когда будешь готова, проведи мое слияние с эфиром. А потом мне нужно обсудить с тобой важное дело. Так, и что ты хотела обсудить? Пока тебя не было, я получила необычную передачу на выделенной для Элифии частоте. Элифия? Вспомогательная функция, которую ты не могла засечь. Да. Передача шла так медленно, что сперва показалась мне случайными обрывками данных среди цифрового шума. Но я нашла последовательность и со временем сумела собрать полное сообщение. Координаты. Куда они ведут? Это гора к северо-западу отсюда. Предостерегу тебя, Элой. Возможно, это настоящая передача. Но также возможно, что ее отправил кто-то или что-то другое. Ты думаешь, это не Элифия? Я не уверена. Что такое СОС? Это древний код. Сигнал бедствия. Отчаянный зов на помощь. Зачем Элифии слать шифрованное сообщение на частоте, известной только вам двоим? Думаю, это было сделано, чтобы избежать обнаружения. Или для того, чтобы создать видимость такого намерения. Также я не понимаю, почему Элифия могла счесть, что я приму этот сигнал бедствия и отвечу на него. Она должна считать, что меня больше нет. Что ж, или Элифия в беде и звала на помощь в надежде, что ты жива? Или кто-то другой пытается привести нас в то место, притворяясь Элифией? Я предположила так же. Могли эту передачу отправить зениты? Согласно данным, полученным из твоего визора, зениты нашли другое основное ядро Геи на испытательном полигоне Аида. Можно предположить, что у них есть доступ к моим выделенным частотам. И... возможно, они ждут, что ты ответишь и обнаружишь себя. Возможно.
Однако передача крайне непостоянна. Если бы они хотели меня спровоцировать, то сделали бы ее более регулярной. Пожалуй. Может, это и не они. Ты сказала, что координаты ведут к горе на северо-западе. Что там? У меня нет записей об объектах в той местности. Ясно. В том сообщении было еще одно число. 237. Что оно значит? Я провела поиск по доступным базам данных, но не смогла найти ничего подходящего. Возможно, значение числа станет ясным в указанной локации. Ладно, отправлюсь в то место и поищу источник передачи. Одна собралась? Ха! Ну нет. Я подключила Эренда и Варла к разговору через их визоры. Я согласна, что тебе не стоит идти одной. Вдруг это ловушка? Может быть и ловушка. Но если это Элифия, тогда она в беде, и я должна ее вызволить. Не волнуйтесь, я буду осторожна. Мы пойдем с тобой. Ладно. Тогда собирайтесь. Хочешь, улучши снаряжение, а мы будем у западного выхода. Элой, я смогла открыть еще одну комнату в жилой зоне. Хорошая новость. Загляну. Туда как смогу. Да, того звали Где я это уже видела? Кажется, тут кто-то все передвинул. Элой, ты нашла свою комнату. Твои спутники решили, что тебе пригодится личное пространство. Очень мило с их стороны. Это право на проход, которое Фашав дал мне на посольстве. Мне он понравился. Хороший был человек. И, наверное, очень хотел вернуться домой. Когда я встретила Хикару, подумала, еще один кровожадный воин. Но Фашав был прав. Хикару ищет мира. Ему будет непросто. Но новые шерифы, они помогут ему. Мое старое копье. Раст помог мне сделать его, когда я закончила обучение. Это было так давно. Когда Варл нашел меня на полигоне Аида, я будто увидела Раста.
Вряд ли он бы смог понять все это. Понять, что я должна сделать. И все же... Жаль, что его больше нет. Я месяцами носила с собой подвеску Элизабет. Но раз мы теперь обустроились тут, пусть она хранится в безопасном месте. Элизабет очень верила в Гею. А Гея также поверила в меня. И если все получится, вспомогательные функции, дальний зенит, исцеление мира, и я буду считать, что Элизабет гордилась бы мной. Похоже, Гея сумела отпереть эту дверь. Похоже, тут расположились Эрент и Каталло. Просто не верится. Пора идти за Элифией. Эрент и Варл ждут меня у западного выхода. Интересно.